Лев пришел на похороны человека, который когда-то спас ему жизнь. На то, что он сделал у гроба, заставило людей застыть от ужаса и изумления. На похоронах старого рейнджера Миконда произошло нечто невероятное. Когда из зарослей акации вышел огромный лев, время будто остановилось. Людей охватила паника. Одни бросились бежать, другие замерли, не в силах отвести взгляд. Хищник весом около 200 килограммов медленно подошел к телу умершего, не обращая внимания ни на кого вокруг. Достигнув цели, лев внезапно опустился на передние лапы и издал пронзительный, полный боли рев. Этот звук потряс всех до глубины души. Даже опытные охотники едва не открыли огонь. Но в поведении зверя не было агрессии, только скорбь. Эта сцена стала финалом жизни человека, которого в Серенгети считали легендой. Серенгети – один из самых уникальных заповедников мира, дом для тысяч животных. Более полувека Миконд посвятил его защите. Он пришел туда совсем молодым, вырос рядом с природой и с детства впитал любовь к ней. Его дед помогал исследователям, и эта связь с дикой природой передалась внуку. За годы службы Миконд задержал множество браконьеров, спас тысячи животных и стал символом заповедника. Его уважали все – новички с восхищением, ветераны с глубоким почтением. Он знал животных так хорошо, что мог по следам определить их состояние и даже предсказать поведение. Даже выйдя на пенсию в 70 лет, он не смог оставить дело жизни. Каждый день он продолжал патрулировать территорию на старом джипе, теперь уже как добровольный помощник. Особое внимание он уделял старым и слабым животным, считая своим долгом защищать тех, кто уже не может постоять за себя. Однажды в невыносимую жару, когда температура достигала 45 градусов, Миконд узнал о раненом носороге, вероятной жертве браконьеров. Несмотря на риск, он отправился на помощь. Добравшись до животного, он осмотрел рану, серьезную, но не смертельную. Однако в этот момент ему самому стало плохо. Острая боль в груди, потемнение в глазах, и он потерял сознание. Последнее, что он увидел, спокойный взгляд носорога. Молодые рейнджеры нашли его и срочно вызвали помощь. В заповеднике остановили все работы, люди пытались спасти того, кто всю жизнь спасал других. Но после долгих попыток врачи были вынуждены признать, сердце остановилось слишком давно. Миконд умер так же, как и жил, на посту. Его смерть потрясла всех. По его желанию похороны прошли прямо в заповеднике, среди природы, которой он посвятил жизнь. Люди приходили проститься с учителем и другом. Именно тогда появился лев. Он спокойно прошел через толпу, подошел к телу, обошел его и остановился, склонив голову, словно отдавая дань уважения. Позже один из рейнджеров узнал его. Это был тот самый лев, которого Миконд спас много лет назад, освободив из капкана. Когда тело несли к месту захоронения, лев шел следом. После похорон он остался у могилы, а затем издал громкий, полный тоски рев. В последующие дни он еще не раз возвращался туда, словно охраняя покой человека, подарившего ему жизнь. Эта история напоминает, способность к привязанности, памяти и благодарности есть не только у людей. И, возможно, главный урок Миконда – уважение и любовь ко всему живому.